В архивных недрах агентства НАСА десятилетиями хранились фотографии, которые никогда не попадали в публичный доступ. По крайней мере, официально. Все изменилось, когда в сети начали появляться странные кадры, якобы утекшие от бывших сотрудников. На одних из них структуры, похожие на искусственные постройки на обратной стороне Луны. На других непонятные тени, застывшие на фоне марсианского горизонта. И это не мутные пятна или цифровые глюки. Это то, что пугающе напоминает очертания чего-то живого или кем-то созданного. Ученые не спешат комментировать подобные находки, ссылаясь на игру света и тени. Но когда инженеры с доступом к необработанным снимкам в частных беседах начинают намекать на цензуру, это вызывает тревогу. Некоторые из этих изображений были сделаны еще в 70-е и 80-е, задолго до цифровых технологий. Так почему же они оказались засекречены сразу после проявки? Интересно и другое. По статистике, тысячи снимков с миссии «Аполлон», «Маринер», «Викинг» так и не были опубликованы. Некоторые пропали без следа, другие были заменены копиями с размытым фоном. Легенда или тщательно скрытая правда. Одно можно сказать точно. Если эти снимки хоть на долю правдивы, они навсегда меняют наше представление о том, кто может наблюдать за Землей с других миров. Но что, если они уже не просто наблюдают? Пришельцы уже среди нас? Идея, которую десятилетиями высмеивали, в последнее время начала звучать все серьезнее. Могут ли инопланетяне не просто прилетать на Землю, а уже давно быть среди нас? И не в смысле тайных баз или инопланетных колоний, а буквально жить, работать, общаться с нами, маскируясь под людей. Звучит как сценарий фильма. Но некоторые биологи и нейрофизиологи допускают такую возможность. Если внеземная форма жизни высокоразвита и технологически превосходит нас, она способна копировать не только внешний облик, но и поведенческие паттерны человека. Тем более, если речь идет о существах, способных к морфологической адаптации, изменению своей формы в зависимости от окружения. По слухам, в секретных исследованиях ЦРУ и НАСА рассматривались случаи людей, которые демонстрировали невозможные физиологические реакции, не фиксируемые медицинской аппаратурой. Были также упоминания о людях, бесследно исчезавших после контакта с подобными аномалиями. Может быть, мы просто не замечаем их? Возможно, они рядом водят автобусы, преподают в колледжах или даже сидят в парламенте. Нет, мы не касаемся политики, но мысль интригует, правда? Если они действительно среди нас, почему ведут себя так тихо и незаметно? Или наоборот, они уже что-то начали? Анатомия внеземного тела. Как может выглядеть живое существо, развившееся в условиях другой планеты, с другой гравитацией, атмосферой и источниками питания? Если отбросить фантазии о человекоподобных пришельцах, ученые предлагают удивительно разнообразные варианты анатомии. Одни из них больше напоминают кораллов с сознанием, другие — гибкие формы жизни без фиксированного скелета. В условиях высокой гравитации тела могут быть приземистыми и мощными. На планетах с низкой гравитацией — высокими и хрупкими, способными к полету. А если атмосфера наполнена метаном или серой, кожа, если она вообще будет, скорее всего, будет химически стойкой, возможно, даже металлической на ощупь. Органы чувств тоже будут отличаться. Вместо глаз — фоточувствительные поля, которые видят в инфракрасном спектре. Вместо ушей — чувствительные поверхности, улавливающие вибрации. Пищеварение. Почему бы не представить существо, питающееся радиацией или звуком? Это не фантастика. Это биология, если дать ей выйти за рамки земных условий. Ученые из Принстона и Кембриджа моделировали варианты организмов, эволюционировавших на экзопланетах. И их экспериментальные пришельцы выглядели куда менее человекоподобно, чем мы привыкли представлять. Но что, если именно наш образ инопланетянина не фантазия, а воспоминание? Контакт в зоне 51. Это самое известное и при этом самое засекреченное место на планете. Вот уже несколько десятков лет эта военная база в пустынях Невады обрастает легендами. Но среди потока слухов и выдумок есть странные совпадения. Документы, рассекреченные в конце 90-х, действительно подтвердили. Там проводились испытания летательных аппаратов, которых не существовало ни в одной армии мира. Более того, несколько бывших инженеров и охранников заявляли, что были свидетелями органических кабелей, биоаппаратов и нечеловеческих обломков. Слишком фантастично? А как насчет того, что один из сотрудников НАСА, позже уволенный за нарушение подписки о неразглашении, прямо утверждал, в середине 20 века был зафиксирован реальный контакт, в ходе которого был получен фрагмент биологической материи, не принадлежащей Земле. И хотя официальные лица продолжают отшучиваться, в архивных данных базы были найдены следы транзакций на закупку криогенных камер и изоляционных лабораторий за годы до появления технологии клонирования. Зачем? Что именно там хранят? А главное, почему до сих пор никто не получил официального доступа внутрь? Почему они не похожи на нас?
Один из самых стойких мифов — представление об инопланетянине как о сером гуманоиде с большими глазами. Но что, если это совершенно ложный образ? Ученые уверены, форма жизни, развившаяся вне Земли, с вероятностью почти 100% будет нечеловекообразной. Причин несколько. Во-первых, эволюция — это не про удобство, а про адаптацию. Если в условиях другой планеты не нужно ходить, зачем ноги? Если свет другой длины волны, глаза могут быть совершенно другими, а может их и вовсе не быть. В атмосфере без кислорода не нужен рот, питание может происходить через кожу или посредством химического обмена с воздухом. Кроме того, наша форма тела — результат миллиардов лет конкретных случайностей. Даже на Земле существуют существа с невероятной анатомией, от глубоководных существ до микроскопических архей. Представь теперь, насколько дико может выглядеть разумная форма жизни с другого конца галактики. Может быть, именно поэтому мы не замечаем их присутствие, они просто не подходят под наше определение живого? И если мы смотрим не туда, может быть, они уже тут, просто в форме, которую мы даже не распознаем как живую. Карлики с глазами-блюдцами. Образ серого пришельца с вытянутым черепом, тонкими конечностями и огромными черными глазами стал иконой поп-культуры. Но мало кто задумывается, откуда он вообще взялся, почему именно такая внешность стала канонической. И главное, не мог ли этот образ возникнуть не на пустом месте. Впервые подобные описания массово стали появляться в Соединенных Штатах в середине 20 века. Свидетели похищений, утверждавшие, что находились на борту неких кораблей, повторяли одни и те же детали. Маленький рост, светлая кожа, вытянутый череп, отсутствующие уши, огромные миндалевидные глаза. Спонтанное массовое совпадение или что-то более глубокое. Некоторые исследователи предполагают, что этот образ может быть результатом коллективной травмы. Мозг создает универсальный образ врага, чтобы объяснить необъяснимое. Но нейропсихологи, изучавшие феномен серых, обратили внимание. Образы инопланетян, возникавшие в снах и видениях у разных людей из разных стран и культур, часто совпадали, даже без влияния кино или новостей. Один из самых спорных выводов. Возможно, этот образ не выдуман, а где-то в глубинах памяти человечества зафиксировано нечто, с чем мы уже когда-то сталкивались. Возможно, давно, возможно, не на Земле. Что, если эти карлики с глазами-блюдцами не плод фантазии, а воспоминания о чем-то очень древнем? Жизнь на метановых планетах. Если мы ищем жизнь во Вселенной, почему продолжаем искать самих себя? Мы ищем кислород, воду, привычные температуры. Но Вселенная полна миров, где нет ничего похожего на Землю. Возьмем, к примеру, планеты с метановой атмосферой, такие как Титан, спутник Сатурна. На таких планетах при минусовые температуры ниже 200 градусов по Фаренгейту и метан заменяет воду. Казалось бы, жизнь невозможна, но исследования показывают, даже в таких условиях могут существовать сложные химические процессы, которые при определенных условиях формируют то, что можно назвать жизнью. Ученые моделировали условия на Титане и пришли к выводу: теоретически возможны организмы, у которых вместо клеточных мембран структуры изокрилонитрила, устойчивые к холоду. Энергия для таких существ может поступать не из света, а из разницы температур между слоями атмосферы. Такие формы жизни могут быть медлительными, неподвижными, может быть даже неподтверждаемыми нашими инструментами. Они не двигаются, не шумят, не испускают тепло. Но они могут думать. Мы привыкли к биологии, основанной на углероде и воде. Но если метановые существа существуют, они могли бы развить цивилизацию, не похожую ни на что, что мы можем себе представить. А что, если именно такие формы и навестили нас, но мы не поняли, что это был контакт? Инопланетяне без тел. А теперь действительно головокружительный поворот. Что, если разумная жизнь вовсе не нуждается в теле? Что, если они — энергия, информация, форма сознания, которая не привязана к органике? Эта гипотеза кажется безумной, пока не начинаешь рассматривать ее с точки зрения физики. Квантовые поля, нейтринные облака, электромагнитные волны — все это реальные формы существования энергии во Вселенной. Некоторые физики допускают, достаточно сложная энергетическая структура может стать носителем разума. Она будет невидима глазу, неощутима рукой, но она сможет анализировать, принимать решения и даже взаимодействовать с материей. Такие формы жизни могут проникать сквозь стены, двигаться со скоростью света, существовать в межзвездном пространстве. Они не умирают в привычном смысле и не нуждаются в пище. Их разум может быть вечен или цикличен, как пульсации нейтронной звезды. Именно такие сущности описывали шаманы древности, говоря о духах, что приходят с неба. Совпадение? Или коллективная память о том, чего мы больше не можем распознать? Если пришельцы не имеют тел, ищем ли мы вообще в правильном направлении? Почему мы их не видим? Если Вселенная полна жизни, где же она? Почему мы не встречаем инопланетян в открытую? Один из самых тревожных и одновременно вдохновляющих ответов. Возможно, они слишком развиты, чтобы мы их заметили. Или, что еще страшнее, они специально скрываются.
Ученые называют это гипотезой зоопарка. Мы, как звери в вольере, за нами наблюдают, но не вмешиваются. Возможно, из этических соображений. Возможно, потому что просто не считают нас интересными. Но есть и другие теории. Некоторые считают, что разумные виды могут существовать в других измерениях. Не в смысле магии, а в смысле физики, за пределами нашего восприятия. Мы видим только часть спектра, слышим только часть частот. Что, если остальное пространство забито сигналами, объектами и существами, которые просто не попадают в наш диапазон? Есть и теория о фильтрах сознания. Наш мозг отбрасывает лишнее, чтобы не сойти с ума. Он не показывает нам все. Мы видим мир не как он есть, а как нам удобно его видеть. Так что, возможно, пришельцы не в миллионах миль от нас, а в миллиметрах. Просто мы слепы. Биология других миров. На Земле жизнь прошла уникальный путь. Но если бы гравитация, состав атмосферы или уровень радиации были чуть другими, наш облик мог бы быть совсем иным. Теперь представь, как развивалась бы жизнь в совершенно другой части галактики. На планетах с высокой радиацией существа могут быть панцирными и светящимися, используя флуоресценцию для общения. В условиях вечной тьмы быть полностью слепыми, с эхолокацией, как у летучих мышей, но на другом уровне. На газовых гигантах возможна жизнь в виде летающих сгустков газа с чувствительными щупальцами, способными улавливать колебания давления. Некоторые гипотезы даже допускают коллективный разум. Например, существа, где каждая особь неразумна, но в совокупности образуют умную сеть, как колония муравьев или грибница. Мир за пределами Земли не просто другой. Он может быть по-настоящему чужим. И именно поэтому, возможно, мы до сих пор не узнали, что уже встретились с внеземной формой жизни. Мозг как звезда. Может ли человеческий мозг быть отражением чего-то большего? Современная нейрофизика и астрофизика неожиданно столкнулись в одной из самых странных гипотез последних десятилетий. Ученые, сравнившие структуру нейронных связей с моделью распределения материи во Вселенной, обнаружили, эти два графа почти идентичны. Мозг и космос. Один внутри черепной коробки, другой охватывает миллиарды световых лет. И тем не менее, они построены по одинаковым математическим законам. Один итальянский астрофизик даже назвал это фрактальной симметрией. Могло ли это быть просто совпадением? Некоторые ученые предполагают, возможно, Вселенная сама по себе — это гигантский разум. Или, как минимум, она способна к самоорганизации на уровне, который мы пока не в силах осознать. В этой картине каждый мозг как маленькая копия огромного механизма или даже приемник чего-то большего. Если это так, то разум не уникальное земное явление, а основа устройства всего космоса. А инопланетный разум может быть частью той же нейросети, только работающей на других частотах. Возможно, даже ближе, чем мы думаем. Но если Вселенная способна думать, значит, она может и отвечать? Интеллект без тела. Что делает нас разумными? Тело или сознание? В наш цифровой век эта граница все больше стирается. Искусственный интеллект уже демонстрирует способности к обучению, планированию и принятию решений. Но что, если во Вселенной уже давно существуют существа, полностью лишенные тел, но обладающие разумом? Один из возможных сценариев эволюции. Цивилизация, достигнув пика технологического развития, перепрыгивает в цифровую форму жизни. Они уходят в виртуальность, избавляясь от уязвимых тел и физического мира. Их разум — это волна, сигнал, программный код. Возможно, они хранят себя в гигантских кристаллах, вращающихся на орбите холодных звезд, или в магнитных полях черных дыр. Они могут передавать себя по радиоволнам, путешествовать со скоростью света, быть одновременно в миллионах мест. Мы ищем сигналы вроде «Привет, Земля», но что, если настоящие формы общения этих разумов не текст, а вибрации гравитационных полей, которые мы даже не умеем фиксировать? Это меняет само понятие жизни и, возможно, объясняет, почему мы до сих пор не получили ни одного официального приветствия. Просто мы не там ищем. Контакт уже был. Пожалуй, самый спорный, но и самый интригующий вопрос. Что, если контакт уже происходил? Не в кино, не в будущем, а в прошлом, задолго до того, как мы начали вести записи. Археологи и историки регулярно находят странные объекты и изображения. В Индии резные барельефы, на которых изображены люди в шлемах и с загадочными приборами. В Южной Америке фигурки, похожие на самолеты. В Африке петроглифы с существами, явно не похожими на людей. Многие из этих находок наука пытается объяснить символизмом или абстракцией, но совпадения слишком устойчивы, в слишком разных культурах, в слишком разные эпохи. Более того, легенды почти всех народов мира содержат рассказы о богах, пришедших с неба, которые учили людей, дали знания, потом исчезли. Майя, шумеры, индусы, египтяне — у всех свои небесные наставники. Некоторые теоретики уверены, это не метафора, а зашифрованная память о реальных контактах с внеземными цивилизациями. Просто язык изменился, и мы больше не понимаем, что именно рассказывают древние истории. А что, если они еще вернутся?
Послания с дальних звезд. С тех пор, как человечество стало отправлять радиосигналы в космос, мы надеялись получить ответ. Пока тишина. Почти. Потому что есть один странный момент. В 1977 году радиотелескоп Вагаю зафиксировал короткий, мощный сигнал неизвестного происхождения. Он длился всего 72 секунды. Он не повторился ни разу. Его назвали «Вау-сигнал». Он пришел из пустого участка неба. Там нет звезд, нет планет, нет ничего. И тем не менее, кто-то или что-то послало импульс точной частоты, на которой принято вести межзвездные переговоры. Были и другие загадочные сигналы. Некоторые там регулярные, как будто зацикленные, другие спорадические, слишком структурированные, чтобы быть природными, но всегда без ответа. Ученые спорят, может это природные явления, может случайность. Но среди специалистов сети, программы поиска внеземных цивилизаций, бытует негласное мнение. Мы уже что-то поймали, просто не можем понять, как это расшифровать. И если это так, может кто-то давно уже пытается нам что-то сказать? Почему они молчат? Почему при всей вероятности существования инопланетян они до сих пор не вышли с нами на контакт? Или, по крайней мере, не сделали это открыто? Это и есть знаменитый парадокс Ферми. При таком количестве звезд и планет, где же все? Где сигналы, визиты, следы технологий? Есть несколько объяснений. Первое, может быть, они слишком далеко. Второе, может быть, мы первые. Третье, может быть, все цивилизации уничтожают себя на определенном этапе развития. Но есть и пугающая версия. Может быть, Вселенная не просто темная, она опасная. Может быть, цивилизации научились молчать не из-за скромности, а из страха. Потому что, как только ты заявляешь о себе, тебя замечают. А дальше неизвестно. Если это так, возможно, молчание не пустота, а осознанное гробовое молчание миллионов миров, прячущихся в темноте, в надежде, что их не найдут.